Доброй ночи, дорогие подписчики, зрители моего YouTube канала. У меня такой вопрос. О чем вы бы хотели, чтобы я рассказывал? Какие у вас есть вопросы? Что вы хотите увидеть в моих видео? Пишите. Какой бы формат моего YouTube канала вы бы хотели увидеть? А сейчас я вам расскажу историю, которую я буду сейчас делать. Это семейная пара, мужчина с женщиной. Ко мне достаточно часто обращаются с любовными делами, с приворотами, с возвратами и вызовом, сексуальными привязками, уздой и многими другими любовными проблемами. Мужчина пошел по пьяни в салон с девочками, скажем так, легкого поведения, и там встретил девушку, которая ему начала жаловаться, как ей тяжело живется, что ее родители выгнали из дома 15 или 16 лет, потому что они пьют с утра до вечера, и что у нее нет выбора, и вот она зарабатывает таким образом себе на жизнь, на пропитание. Ну, мужчина влюбился после первой проведенной ночи, предложил переехать к нему и начать жизнь с чистого листа. Девушка подумала несколько дней, то есть они толком даже они не встречались. Сказала: да, хорошо, я переезжаю с тобой жить. То есть после бурной вечеринки через 2 дня наш мужчина обзавелся, скажем так, будущей женой. Жили постепенно, потихонечку, она бросила употреблять наркотики, он ее лечил, всячески заботился о ней. Начал потихоньку ее обучать, то есть у нее не было никакого образования, она закончила какие-то курсы по бухгалтерии, пошла работать. Где-то через года 2 или 3 у них появился первенец. Вроде все было прекрасно и хорошо. Единственное, что наша девушка любила там раз в месяц плотненько так выпить. Все уходила в запой на 2-3 дня и пропадала. Прошло еще несколько лет, и запои эти начали происходить каждую неделю. Его жена начала пропадать каждую неделю на 2-3 дня. Вот. И какой-то из дней совершенно случайно он заходит в какой-то ресторан или клуб, то ли он ее искал, и точно он мне не объяснил. И увидел, что его жена пьяная обнимается, целуется с другим мужчиной. Он, естественно, обалдел, устроил истерику, подрался с этим мужчиной, с которым обнималась, она целовалась пьяная. Привез ее домой, на следующее утро она ему признается, что она влюбилась, она ему очень благодарна, но она вот влюбилась в другого мужчину, что потерпи, годик, 2, и у меня вот чувства пройдут, и у нас восстановятся нормальные отношения в семье. Так как парень ее очень сильно любил, он пошел на эти ужасные условия. На тот момент у них уже был 2-й ребенок. Ну и так продолжалось года 2-3. В оконцовке на 3-й год, вместо того, чтобы, как она обещала, что все наладится, я вот переболею этим мужчиной, и у нас будут нормальные отношения, я еще 3-го рожу. Она просто оставляла его с 2 детьми и пропадала на полмесяца, на 2-3 недели. Потом 2-3 недели сидела дома. Ну и в один прекрасный момент он приезжает домой, нет ни вещей, ни ее, и она ушла, оставив детей на него, а сама пошла жить, искать себе новую жизнь. И так протянулось еще 2-3 года. Она пропадала на год, появлялась на месяц, просила прощения, и потом опять пропадала. И вот он ко мне обратился: что делать? Говорит, я ее до сих пор сильно люблю очень, у меня очень большие, сильные чувства к ней, и забыть ее я не могу. Я пытался, когда вот в это время, когда она на год пропадает, я пытаюсь завести новые отношения, но чувств нету, и у меня все-таки дети, я ее люблю, без нее жить не могу, как он мне объясняет. Ну, мы договорились с ним пойти немножко другим путем. Я предложил сделать остуду, отворот от этого мужчины, чтобы у нее пропали полностью чувства к этому мужчине, с которым она уже столько лет
то сходится, то расходится. И небольшое охлаждение чувств сделать ему, чтобы он осознал головой, насколько ему это нужно. В принципе, на этой работе мы и договорились. А сейчас я заканчиваю работу сексуальную узду на девушку и отворот от любовника, и также отворот нашему мужчине, чтобы у него подостыли чувства, и он трезво взглянул на ситуацию. Вот. Работу мы уже почти здесь сделали. Сейчас заканчиваем. По всей сути, я изначально, на самом деле, предлагал мужчине, говорил, что ну, ты сколько мучился, человек с тобой так поступал. Давай я просто сделаю отворот тебе, и ты начнешь новой жизнью жить. Но мужчины все-таки есть желание попытаться посмотреть на свою жену, когда она не будет влюблена в этого мужчину и не будет гулять в родовичках по другим мужчинам. Поэтому мы делаем 2 отворота. Отворот от любовника, с которым она сколько лет изменяет мужу, пока еще законному, бросает детей. И отворот делаем, может, у нее ушли чувства, по крайней мере, самые острые чувства. Попросил не снимать полностью чувства, чтобы именно острота ощущений ушла, чтобы он смог адекватно воспринимать информацию. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне самому интересно. В предыдущей работе я обжегся достаточно сильно. Ну, такое бывает со мной. Я уже привык. Есть прихватки, но я их все постоянно забываю одевать.
Опять же, работа уже делалась много дней. Эту работу заканчиваю. Осталось буквально 5 минут, то что работы очень много. Поэтому мы снимаем только остаток. Задавайте свои вопросы, комментарии. И как вы поступили в такой ситуации, когда много лет вас обманывают, предают и оставляют детей на вас, а сами убегают к любовнику и пьют с утра до вечера, не думая ни о чем. На этом, на самом деле, мы уже работу почти закончили. Всего хорошего, и дальше не буду вас заставлять досматривать этот ритуал. Всего хорошего, мои, кстати, мои помощники, друзья, которые снимают хорошо, еще не встали, уже 7 час утра. Поэтому всего хорошего, до свидания, подписывайтесь, задавайте ваши вопросы, смотрите меня, обязательно ставьте лайк, комментарии и подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и в Телеграме. Всего хорошего, до свидания.